Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня вас вновь ждет просветительский выпуск из серии передач «День знаний». Вы знаете, что клип Димаша на песню «Кайран Елим» уже несколько недель подряд транслируется по американскому каналу MTV. Когда-то слава этого канала была запредельной, а аудитория после года вещания составила более 2 миллиардов человек. Я думаю, все эти факты заслуживают того, чтобы сделать небольшой экскурс в историю международного канала MTV. Обещаю, скучно не будет. Алга. 1 августа 1981 года на американском телевидении стартовал новый канал под названием MTV, аббревиатура от Music Television. От всех своих прочих соперников он отличался как минимум 2 критериями: оригинальный современный контент и ориентированность на молодежную аудиторию. Идеологи MTV выступали ярыми сторонниками рок-н-ролл движения, громогласно заявлявшими широкой публике с красочных экранов телевизоров, что на музыку куда приятнее смотреть, нежели просто слушать. Их политика упиралась в то, что радиоэфиры обречены на забвение, в то время как телевидение является собой рывок в будущее. На тот момент основатели MTV даже представить себе не могли, что их стараниями музыкальная культура переживет настоящую революцию. С этим глупо, да и просто невозможно поспорить. MTV в значительнейшей степени повлияла на умы, рассуждения и вкусы миллионов зрителей. Спросите у сегодняшнего поколения, что такое MTV. Они, вероятнее всего, посмотрят на вас так, будто бы вы произнесли заклинание на неведомом им языке. И это неудивительно. Сегодня большинство молодых людей привыкло к YouTube и прочим похожим социальным сетям. С целью просмотреть любимый клип им достаточно включить интернет на своем смартфоне. И ни о каком телевизоре с пультом, как это было в случае с нами, либо нашими родителями, и речи идти не может. По сути, старт свежего телеканала круглосуточно радовал аудиторию яркими интересными клипами, а виджеи эфиров общались со своими юными зрителями на современном тинейджерском языке. Все это напоминало самую настоящую революцию. Не менее помпезным вышел и сам запуск канала. Джон Лэг, директор MTV, произнес: «Дамы и господа, рок-н-ролл». Сразу же после этого заиграл зажигательный гитарный риф, который на долгие десятилетия закрепился за MTV, как его неотъемлемый, узнаваемый гимн. На экране в тот момент появились кадры посадки корабля Аполлон-11 на Луну. Все это невольно наводит на мысли о Ниле Армстронге. Запуск канала с самого начала громогласно заявлял всему миру, что этот момент станет гигантским шагом в будущее для развития телевидения и шоу-бизнеса. Ladies and gentlemen, rock and roll. Однако нет смысла отрицать, невзирая на всю яркость и свежесть контента, именно последнего у MTV категорически не хватало. В те годы производство клипов не ставилось на поток, и уж тем более не расценивалось как беспроигрышный маркетинговый ход, увеличивающий продажи дисков. Всего в распоряжении молодого канала было около 170 музыкальных роликов. Понятное дело, что с таким излишеством стабильно держаться на плаву было невероятно сложно. В результате уже спустя полгода своего существования MTV испытал первый, но очень серьезный кризис. Основателю телеканала Лесу Гарленду удалось уломать Мика Джаггера, сняться в рекламном ролике всего за $1. Реклама, ставшая визитной карточкой MTV, заключается в том, что Мик смотрит прямо в камеру и произносит «I want my MTV». Это привлекло внимание и других прославленных музыкантов. Так такие любимцы молодежи 80-х, как Дэвид Боуи, Билли Айдол, Мадонна, также начали принимать активное участие в кампании. Подобная активность звезд положила начало новой революции MTV. Теперь телефоны канала практически разрывались от звонков тысяч молодых людей, которые хотели свой MTV здесь и сейчас. I want my MTV. I want my MTV. MTV Music Television.
I want my MTV. Огромный, смело набирающий свои невозвратимые обороты локомотив, ознаменовавший себя MTV, уже не собирался останавливаться. Канал полюбила не только вся молодежь Америки 80-х, но и зрители, живущие далеко за ее пределами. Друзья ходили друг к другу в гости лишь потому, что дома был подключен MTV. Популярность канала неумолимо росла, а вместе с ней всем становилось понятно: MTV нуждается во внятных концепциях, новых стратегиях и бизнес-планах. Тогда руководство канала принимает решение отказаться от клипов, не имеющих индивидуальности или же особенного эстетического совершенства. Возросли требования и к самой музыке. Был сформирован целый художественный совет, который решал, чьим музыкальным шедеврам повезет блеснуть на MTV, а чьим нет. Очень быстро канал стал трендсеттером современного поколения американцев. Юноши выстраивались в огромную очередь в парикмахерскую с целью сделать себе прическу, как у Билли Айдола, а девушки стремились во всем подражать прекрасной, сексуальной и просто идеальной женщине 80-х – Мадонне. Так MTV стал эталонным образцом целой эпохи. Именно MTV ввело среди музыкантов новую самобытную моду – создание необычных оригинальных клипов. Вскоре последовали смелые и невероятно яркие экспериментальные работы Принса, Мадонны, Джорджа Майкла. Каждый новый клип являл собой нечто невообразимо прекрасное – драматургия, эстетика и операторское искусство. В рассвете 90-х было запущено развлекательное шоу The Real World, которое поднимало наиболее актуальные среди подростков злободневные темы: первая любовь, проблемы на учебе, отношения с родителями. Передача словила огромный успех среди телезрителей, после чего канал решил двигаться дальше в сторону развлекательного контента. Так начали появляться различные реалити-шоу, мультсериалы, многосерийные фильмы, однако за всем этим создатели MTV совсем позабыли о своей изначальной цели – показывать зрителям роскошную музыку. В результате программная сетка MTV была наглухо забита всевозможными развлекательными передачами, в которых было все от щепетильных вопросов до дорогущих машин и домов. Канал все активнее и активнее гнался за рейтингами, забросив новаторство и свежие идеи, которые хоть и проскальзывали время от времени на горизонте MTV, однако теперь уже гораздо реже, чем в 80-х. Чем больше денег сливалось на канал, тем больше он утрачивал свой некогда боевой творческий дух. Достигнув верхушки Олимпа славы, локомотив под названием MTV сменил свой курс в сторону коммерциализации. Тем, кому довелось первыми узреть начальные эфиры MTV, канал запомнился как яркое, ни на что не похожее, экспериментальное музыкальное вещание. Сегодня же многие уже не верят в возрождение былого дерзкого духа эфиров. Смотря глазами современного зрителя, можно заключить, что некогда новаторский локомотив приобрел очертания забвения, утратив свою уникальность и свежесть. Конечно же, никто не знает, что ждет MTV дальше. Вполне возможно, что свершится еще одна революция здесь и сейчас. Тем более, что в сетке вещания появился человек, чье творчество и талант определенно опережают время. Я думаю, вы догадались, о ком идет речь, поэтому без лишних слов. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.